Всем привет-привет, всем приятного понедельника, хорошего настроения, как я люблю говорить. Кто пьет вместе со мной кофе, приятного завтрака, если вы завтракаете, да, вот, и хорошего настроя. Сегодня мы с вами будем делать расклад на 3 позиции. Тему расклада мне предложила Валерий Са, если я правильно говорю ник. Вот. И тема «Какой новый жизненный навык я приобрела, если такой есть?» Да, я так отодвину, я помню, когда-то давно мне говорили, лень отвлекает, да, экран, поэтому я его прикрою, поставила я его просто, чтобы помнить тему, озвучить вам. Значит, какой новый жизненный навык, да, вы приобрели? Вот так прикрою, чтобы вас не отвлекало. Позиции видите перед собой, голубой, красный, зеленый. Надеюсь, с микрофоном у меня будет все ок. И мы давайте приступим. Не знаю, так видно, не видно, отсвечивает. Ну, видно, да, наверное, на моем фоне. Позиции, тайм-коды есть в описании. Так, ну, вот так. Все. Определились, убираем и смотрим, да, позиция номер 1, голубенький камешек. Смотрим, если вообще новый навык, который вы приобрели, если он есть, то это какой? Сначала посмотрим один, ну, по одному аркану, если какой-то новый навык, который вы приобрели. Солнце, конечно, есть. Что это за навык? Причем новый навык, позитивный, хороший навык. Что это за навык? Навык, который запустил в вас процессы перемен, изменений. И они направлены на королеву пентаклей, да, и шестерка жезлов. Достаточно позитивный такой навык, который направлен на то, чтобы, с одной стороны, вы выстраивали границы, да, правильно научились выстраивать границы, стали понимать, кого можно подпускать к себе и на каком расстоянии, а кого нет. А с другой стороны, здесь по королеве пентаклей, я бы сказала, навык выбирать и ценить себя. То есть, если вам надо что-то выбрать, вы ставите себя на первое место, в первую очередь, думаете о себе, вот, а потом уже о других. Навык заботиться о себе. Это тоже очень важный момент, который помогает вам еще и реализоваться в социальной сфере, да, то есть, не знаю, реализовать какие-то свои желания. О чем здесь еще говорит королева пентаклей, что здесь за навык? Ну, я бы сказала так, знаете, ценить себя, заботиться о себе, больше внимания уделять своему внутреннему настроению, состоянию. Ну, вы изменились, да, здесь вы изменились, я могу сказать. 8 мечей, 5 мечей. Здесь как будто бы, знаете, изменились ваши мысли, которые когда-то вас как-то сдерживали, что ли, либо являлись причиной ваших неудач и поражений. То есть вы как будто бы этот момент внутри себя проработали. Были такие ситуации, когда вы что-то хотели сделать, да, и, ну, изначально считали, что это вот какой-то проигрышный момент и отказывались от этого. И тем самым вы как будто бы себя чего-то лишали. То есть вы очень часто находились в негативных моментах осуждений, критики, самокритики, да, там я чего-то недостойна, либо у меня там не получится, либо это не мое. То есть как-то вот какой-то такой проигрышный момент, и вы за многие вещи не боролись, не сражались, да. То есть вы очень часто отказывались от своей собственной силы, которая могла бы привести вас к успеху. Но вот вы изначально входили вот в эту позицию, что ну нет, это не мое. Просто потому, что были какие-то ограничивающие убеждения у вас, у самих. И часто это был какой-то опыт, то есть, я не знаю, какое-то такое ваше восприятие, что если идет череда каких-то неудач, то вам от этого нужно отказаться, что это вот как-то, ну, уже бессмысленно. То есть почему-то вы так делали. Опять же, я не говорю, что в этом нет какой-то истины, но
каждая ситуация, она индивидуальная, и надо ее рассматривать именно как индивидуальную, а не как, знаете, как есть система, допустим, там, если что-то случилось один раз, да, не факт, что это случится второй. Ну а если случилось дважды, да, то третий будет 100%. Вот этот вот момент, что третий будет 100%, у вас здесь как будто бы есть какие-то такие предубеждения, что ли. Вот с ними вы как-то поработали, вот, и выросли в своих собственных глазах, то есть выросла ваша значимость и ценность в ваших собственных глазах. Ну что, если еще какой-то навык здесь, королева жезлов, навык коммуникации, навык общения, когда вы что-то хотите, да, вы уже умеете про это говорить, вы уже умеете находить необходимых вам людей, которые помогли бы вам в реализации того, что вы хотите. Да, Луна. Это в коммуникации, знаете, когда что-то вам непонятно, раньше, возможно, опять же таки, это тоже было один из форматов вашего мышления, вы додумывали за других людей, там, представляли того, чего нет, и, как правило, то, что вы думали в негативном ключе. Сейчас же вот эти вот непонятные моменты, да, недосказанности, обманы, вы их не избегаете, вы их проясняете. То есть вы идете и говорите, что окей, получила такое сообщение, вот о чем оно, я не поняла, да, давай мы проясним, либо давай мы поговорим, если есть какое-то разногласие, вы говорите, давай объясни мне это, расскажи, может быть, я действительно в чем-то не права, то есть здесь вы, а это идет, вот это вот желание коммуникации, оно идет от уверенности, а уверенность у вас идет от ценности, вы сами себе повысили какую-то ценность себя в своих собственных глазах и стали более уверенными, и поэтому, с одной стороны, могу сказать, что у вас уже, может быть, в чем-то даже и сложно обмануть, да, вы сами кого хотите обманете здесь. А с другой стороны, какие-то непонятные моменты, да, вы их проясняете. Причем, знаете, когда что-то внутри вас кипит, там бурлит, что-то вы хотите, раньше, возможно, не знаю, то ли стеснялись об этом говорить, то ли умалчивали, то ли не договаривали вы сами, либо с каким-то вот подтекстом преподносили. Сейчас появилась какая-то конкретика, да, то есть ясность и конкретика. То, что вы хотите сказать, вы уже говорите напрямую. Вот такой вот навык здесь у единичек. Не буду делать большой расклад, вот, но поэтому коротко. Итак, позиция номер 2, красный камешек, двоечки. У вас есть ли какой-то новый навык, появился ли? Если мы посмотрим по одному аркану, появился ли какой-то навык у вас новый? Да, императрица, конечно. Конечно, здесь тоже какой-то такой, знаете, позитивный. Там солнышко, вот здесь императрица, великие арканы. Давайте смотреть, а какой навык у вас здесь появился? Двойка мечей. Рыцарь кубков. И король жезлов. У вас как будто бы здесь появился навык того, что для того, скорее всего, чтобы идти дальше по жизни, да, для того, чтобы жить как-то вот полной грудью, очень вести активный образ жизни, вам нужно было здесь примириться с какими-то своими, я не знаю, обидами, травмами, то что-то такое на эмоциональном фоне, что есть внутри вас, такое очень глубокое и при этом немножко разрушающее, я бы сказала, да, вы как-то с этим примирились, договорились. Что-то здесь было принято вами, какие-то вот болезненные переживания. Что за переживания? Наверное, долгое время вы как-то не могли определиться, да, что вы хотите, куда вам нужно двигаться по жизни, либо как вам реализовывать то, что вы хотите. И здесь как будто бы вы, опять же таки, знаете, смирились не в контексте поражения, да, а в контексте того, что вы как-то договорились, да, приняли это, нашли мир внутри самого себя. Здесь вам уже не столь страшно, если нужна какая-то помощь, да, то попросите у кого-то.
То есть, возможно, вы понимаете, что для реализации каких-то ваших желаний вам нужны другие люди, либо это, я не знаю, как-то соратники, единомышленники, либо вы как будто бы смирились с тем, что для реализации ваших желаний вам необходима команда, да? Причем команда не только теми людьми, которыми вы будете управлять, а каждый из них, он настолько мастер своего дела, да, что ему не нужно объяснять, как нужно делать и что делать. То есть это когда вы находите тех людей, которые мастера в своем деле, и сообща, каждый, реализуя вот по полной, да, свои способности, в конечном итоге это приводит к какому-то одному общему результату. Допустим, если вам нужно, ну, условно говоря, да, построить дом, для начала вам нужен архитектор, да, потом вам нужен будет мастер, который это будет строить. И вот вам не нужно организовывать, допустим, там команду, в которой будет архитектор, либо в какой будет мастер. Вы просто идете к необходимым вам людям, да, без того, чтобы им рассказать прям, вот ты должен вот так нарисовать, а здесь вот эту черту. Нет, вы просто высказываете, что мне нужен вот такой дом, да, чтобы он соответствовал, допустим, вот таким вот критериям. Вот такую планировку я предполагаю, и все, вы доверяетесь. То есть дальше здесь вопрос доверия. Дальше вы, ну, не выносите мозг, да, своему архитектору, что вот так, либо вот так. То есть либо вы изначально даете ему свободу действий и творения, а потом как-то, я не знаю, корректируете, да, либо изначально будете принимать все, что он вам скажет, либо здесь идет вот какая-то договоренность, что вот так я хочу, и на основе моих желаний создай, пожалуйста, то, что нужно. Здесь вопрос доверия. А потом вы идете к мастеру, которому будет строить этот дом, и опять же таки вы ему доверяете. Я понимаю, что немножко, да, в некоторой степени звучит абсурдно, да, потому что у кого-то есть уже негативный опыт строительства, который говорит о том, что если мастеров не проверять, не контролировать, неизвестно, что построить. Но мы смотрим такую идеальную картинку, да, что тройка пентаклей, она здесь указывает на каменщиков, мастеров. Каменщики – это масоны. Вот здесь заложен вот этот вот масонское вот это понимание, да, там каждый находится из мастеров на своем уровне, да, и каждый выполняет свое дело, да, потому что каждый уже является, ну, магом. Здесь каждый сделает свое дело правильно, верно. Его не надо учить, ему не надо помогать. То есть здесь труд сообща, но не в контексте того, что кто-то выше, а кто-то ниже, да. Здесь каждый является, ну, профессионалом своего дела. Я уже забыла вопрос, что я говорила. Навыки. Так, давайте посмотрим, есть ли еще какой-то навык, который у вас появился по жезлов. Шестерка кубков. Четверка пентаклей. Я не могу сказать, что этот навык, он появился, но он не оточен, он еще вот как-то в зачатке, да, в зачаточном таком... зачаточной форме. Если его не развивать, то он увянет, и он угаснет. Он имеет отношение к тому, что как важно выходить из состояния стабильности, комфорта, уюта, безопасности для дальнейшего, не знаю, своего движения, да, то есть как сделать так, чтобы вот появился азарт, появился интерес для того, чтобы выходить из своего эмоционального комфортного состояния. То есть здесь есть как минимум понимание того, насколько важно двигаться дальше и развиваться, и не застревать. Но этот навык, он пока еще идет по пажу, то есть пока вы его подкармливаете и вспоминаете о нем, да, он работает. Но если вы о нем не будете вспоминать, и подпитывать своими эмоциями, что да, хорошо, вот смотри, вот я сделала вот это, да, а могла бы оставаться на том месте, на котором нахожусь. И тогда бы я ничего не получила. Вот, и когда вы подпитываете и эмоционально, и там, своими словами, мыслями, новые вот эти вот начинания, которые способствуют движению вперед, то есть преодолевая даже
не знаю, какой-то свой страх, да, неуверенность, вы все равно двигаетесь вперед, вы получаете результаты. Но здесь вот этот вот вопрос преодоления, он не всегда, как скажет, не всегда может быть реализован. То есть вам здесь нужно себя включать, нужно включать осознанность. Но навык этот уже есть, да, двигаться именно на физике. Не просто в голове, да, я понимаю, что надо развиваться, а какие-то конкретные действия совершать. Здесь у вас уже есть понимание, и опять же таки вы уже совершаете какие-то действия по поводу иллюзорности, да, каких-то своих моментов, переживаний, эмоций. То есть насколько важно то ли абстрагироваться, то ли освобождаться от эмоций, да, когда вот вы что-то новое хотите сделать, и у вас появляются там какие-то состояния, что а может не надо, а может не получится, да, может быть какая-то неуверенность. Вот вы уже научились отслеживать эти моменты и разрушать, и, как это сказать, подавлять их на корню. То есть не разрешать им дальше раздуваться. Так, ну, наверное, все, да, для двоек, так же, как и для первой позиции, да, 2 навыка достаточно. Так, то есть здесь двойки научились двигаться, да, видимо, застревали и не могли. Позиция номер 3, зелененький камешек, троечки, смотрим, у вас есть какие-то новые навыки, которые у вас появились? Нет. Аркан повешенного говорит о том, что нет, пока вы зависли. В чем вы тут зависли? В принятии какого-то решения. Пока вам не дается легко побороть себя. Побороть себя. В чем именно? В том, чтобы оставить что-то важное, ценное и двигаться дальше. Отказаться от того, что вас наполняет, то, что вас радует. То есть пока я могу предположить, что вы находитесь... Такое ощущение, что вот двойки, да, как-то перешли в тройки. Вот, двойки научились с этим бороться, а тройки еще пока не хотят. Не то, что не научились, не хотят. Тройки умеют, но они не хотят. То есть вы пока как-то зависаете в десятке кубков. Я не знаю, может быть, вас останавливает здесь то, что ну, у кого-то, может быть, есть семья, и я не готова двигаться дальше, потому что ну, здесь надо отказываться от этого. То есть здесь есть что-то такое ценное, но вот это ценное, это то, что вас наполняет эмоционально, это какие-то состояния. Это какие-то вот, я не знаю, психологические моменты, которые вам важны. Вы не готовы от них отказаться, и поэтому вы не идете дальше, не принимаете решения двигаться дальше. А куда вам нужно двигаться? Почему вы туда не идете? Куда вам нужно двигаться? Вот видите, опять-таки двигаться к 9 кубков, к наполнению. К наполнению себя эмоциями, состояниями, энергиями для того, чтобы получить уже результаты принятых ваших решений, да, по тройке жезлов. Ну, здесь, понимаете, здесь идет какой-то осознанный такой отказ по 4 кубков и туз пентаклей. Осознанный отказ от того, что есть пресыщение, да, пресыщение того, что я уже имею. А с другой стороны, я вот как будто бы ну, не хочу других шансов, не хочу каких-то других возможностей. Вот меня все удовлетворяет. Мне кажется, эта позиция вот просто на другой колоде, она уже проходила. Так вот у троек какой-то такой период начался, по-моему, уже месяца 2-3. Последний год так точно, но он проходит вот как-то с разными этапами вы сталкиваетесь, да, то есть раньше вы были какие-то вот, было у вас очень много энергии, было очень много сил, вот преодоление, желание там реализоваться,
В социуме было очень много даже подавленной агрессии, я помню, то есть вот этой вот энергии. Потом наступил какой-то этап у вас кубковости, чувствительности, вы стали задумываться уже не о профессиональной сфере социальной жизни, а больше как-то вот о семье, о любви, о семье, вот что-то вас туда вот потянуло, в чувствование, в какую-то глубину. Сейчас какой-то такой этап, что вот мне хорошо, ну не знаю, может быть здесь новобрачные какие-нибудь, да, которые говорят, что вот мы проживаем этот медовый месяц, нам хорошо, ничего не хочу, ну как вариант. То есть здесь как будто бы вот отказ дальше двигаться. Знаете, это как будто такое ощущение, что человек все, о чем он мечтал, он получил. А если он получил, то мне не о чем мечтать о чем-то другом, и поэтому я наслаждаюсь то, что я хотел. То есть все, меня все устраивает. Опять же, это не хорошо и не плохо, да, но аркан повешенный просто говорит, что вот вы в этой фазе застряли. У каждого свое ощущение того, когда нужно двигаться. Карты здесь показывают, что нужно движение, да, но если вы не допрожили как-то вот здесь по девятке кубков, да, если вот не насладились этим этапом, то куда-то двигаться вы не будете. Ну, то есть насильно вас никто не вытащит. Вы должны прийти вот именно к этому состоянию, что все, хватит мне этой кубковости, этих чувств, эмоций. Я уже ими насытился. Давайте мне теперь какой-то новый шанс, какую-то новую возможность. Да, колесо фортуны, чтобы моя жизнь изменилась. Да, и тогда появляется паж кубков, новое начинание. То есть здесь такое ощущение, что пока у вас нету новых навыков, они вам как будто бы и не нужны. То есть вот вы проживаете какой-то такой эмоциональный этап наполнения, что ли, получаете удовольствие от реализации своих желаний. Вот то, чего вы просили, то, что вы хотели, вы это получили, и вы пока ну, не присытились еще этим. А если не присытились, то зачем мне двигаться дальше? Мне и так, в принципе, хорошо. С чем здесь это связано? Я не знаю, о чем здесь идет речь, что за ситуация. Рыцарь жезлов. Выбор. Четверка жезлов. Вы как будто бы стремились как-то определиться в своем жизненном пути, и, не знаю, то ли фартануло, то ли что-то здесь такое позитивное вышло, что вы получили то, что вы хотите. Допустим, кто-то хотел участок, допустим. Кто-то хотел совместное проживание, не брак, совместное проживание. Кто-то хотел, не знаю, второй дом купить. Вот вы как будто бы это получили, то есть вы этого хотели, вы это выбирали, вы это получили, и вот вы теперь наслаждаетесь, то есть вы не понимаете, зачем мне там еще что-то там хотеть, что-то делать. Допустим, хотел дом, да, вот я наслаждаюсь этим домом, да, либо хотел участок, вот я занимаюсь теперь этим участком, да, что-то там другое мне не нужно, да, у меня нет ресурсов для чего-то другого, да и денег, возможно, тоже сейчас на что-то другое нет, вот. Есть что-то, что вы выбрали, да, в чем-то, что вы определились, и вас это наполняет, вам это нравится. Вы в этом, да, вы сейчас остановились, да, остановились в своих желаниях. Ну, в принципе, это и так видно, не буду вытаскивать карты. Вот, поэтому в этом нет ничего плохого, я всегда говорю, окей, у каждого свой этап, да, то есть не надо сразу всем бежать, куда-то двигаться. Если вы ощущаете, что меня это удовлетворяет, получите как можно больше удовольствия. И когда вы ощутите внутри себя, что этот этап завершился, тогда вы пойдете дальше. Это нормально, это неплохо. Просто мы все время куда-то бежим, все время к чему-то стремимся, да, что-то хотим получить. И когда мы получаем желаемое, да, мы не умеем наслаждаться. Вот здесь вот наслаждение по девятке кубков идет наслаждение, достижение своих успехов. То есть какого-то, не знаю, благополучия. Вот то, что вы хотели, вы это получили. Теперь вы наслаждаетесь. И это достаточно, ну, зрелая такая психологическая позиция, да, когда я наслаждаюсь то, о чем мечтал. Да, то есть хотел игрушку, мне дали эту игрушку, теперь я с ней играю, теперь я радуюсь. Я не буду сразу стараться получить другую игрушку. Ну, то есть я еще с этой не наигрался. Вот здесь нормальная какая-то такая позиция.
где все хорошо, да, будет момент, когда вы сами себе скажете: все, хватит. То есть это как раз такой здоровый подход, когда вы слушаете себя. Не кого-то, кто вам что-то говорит, а именно слушайте себя. И это самое ценное и самое полезное. Это у нас была третья позиция. Вот такой расклад. Маленький, да, я рада, я не хотела большой расклад записывать. Вот, жду вас на следующем раскладе, когда у нас там в среду, да, выходит. Всего вам самого наилучшего, всем хорошего настроения, желаю вам отличной погоды. Прощаюсь с вами. Всем пока-пока.